Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет содержать две темы. Первое – это что будет дальше с моим каналом, его развитие, а может быть не развитие, а может продолжение. В общем, расскажу подробно об этом чуть позже. И вторая тема – это новый плейбук для новичков Kubernetes, то есть для тех, кто хочет изучить Kubernetes с нуля. Итак, по поводу моего канала. Значит, канал создавался где-то в 2020 году и имел две основных задачи. Первая задача – это моя записная книжка. Дело в том, что в тот момент я начал изучать Kubernetes, вернее, где-то в то же самое время, может быть, чуть раньше, может быть, там. И, соответственно, мне нужно было изучать Kubernetes, технологий много нового, и для того, чтобы не запутаться, для того, чтобы не забыть, потребовалась записная книжка. Самый лучший вариант – это, конечно, вести документацию, то бишь ты ее пишешь, примеры и так далее. Но, как вы знаете, наверное, знаете, написание документации – это очень сложная работа. То есть это нужно делать, это нужно уметь писать документацию. Не все это умеют делать, да и лениво на самом деле. Поэтому был принят компромиссный вариант записать видео. То есть пока ты там в видео что-то рассказываешь, оно как бы само записывается, потом может быть из этого получится документация. Вторая задача, для которой я вел канал, это особенность запоминания материала вот лично мной. У меня есть особенность следующего плана. Для того, чтобы что-то запомнить, я должен это кому-то рассказать. То есть, вот если я кому-то смог более-менее нормально объяснить какую-то тему, и тот кто-то это понял, скорее всего, я эту тему запомню. Итого две задачи. Это моя особенность запоминания материала изучения. И второе – это записная книжка. Со временем у канала появилось третье предназначение, тоже немаловажное. На работу довольно часто стали приходить новые люди. Иногда это джуны, как иногда, почти всегда джуны. И объяснять им материал какой-то с нуля – это выше моих сил. Через какое-то время мне это надоело. Поэтому я стал просто записывать видео по технологиям, которые мы применяем. И на вопрос джуна «а как же так?» я просто тыкал пальцем. Вот в интернет есть ссылочка на видео, где рассказывается, а как же вот так это происходит. В большинстве случаев ссылки на видео хватало, люди понимали материал, о чем там речь, и больше ко мне не приходили. В общем, я социальный тип, сижу в углу, и лучше меня не трогать. Со временем, по независящим от меня причинам, кроме основного канала на YouTube, у меня появились дополнительные каналы. Я пробовал разные площадки, и на данный момент я остановился на 5 площадках. Значит, понятно, что это, собственно, YouTube канал, он никуда не делся, я продолжаю выкладывать на него видео. Появился канал на Rutube. Rutube такая еще площадка, но окей, пускай будет, многим достаточно удобно на нем смотреть. Появился канал на ВК-видео, тут ВК-видео вообще изгаляется, каждый раз новые фишки выдумывает. Вот тут теперь у нас каналы появились, вот что-то есть канал на ВК-видео. Есть уютненький Telegram. В Телеграме я тоже выкладываю видюшки, но Телеграм не очень удобен с точки зрения видео. Телеграм используется в основном на поболтать. В основном ответы на вопросы и вообще любые там ответы я делаю в Телеграме. Под видео я крайне редко отвечаю на вопросы. Если вдруг есть настроение, да, я могу ответить. Но так крайне редко. Поэтому, если вы хотите задать вопросы, еще что-нибудь в Telegram, ссылка будет под видео. И еще 5 канал – это Boosty. Значит, для чего у меня Boosty? Дело в том, что у меня нет монетизации ни на одном из перечисленных выше каналов. То есть все видео доступны бесплатно в любой момент времени. Заходите и смотрите. Никаких денег я за это не беру, ничего не беру. Вот такой я добрый крокодил. Но если вдруг у вас возникает желание помочь автору деньгами, а почему бы и нет? Я такой хороший парень, почему бы мне деньгами не помочь? Есть два варианта. Первый вариант – это Boosty. Тут есть прямые, скажем так, донаты можно делать, можно подписаться. Подписка там на месяц стоит, сами видите, в общем-то, сущие копейки, чисто для того, чтобы было, не более того. И есть в Telegram-канале закрепленная ссылка, где есть номер кредитной карточки, куда можно скидывать ваши, скажем так, денежки. Свои видео я тоже выкладываю на Boosty, в этот канал на Boosty.
Но все видео здесь закрыты. Доступ может быть только по подписке. Почему я делаю таким образом? Ну, смотрите. Я регулярно снимаю циклы видео по какому-то приложению. Обычно это там 2, 3, 5, 7 видео про одно приложение бывает. По-всякому случается. И снимаю их достаточно быстро, в течение там, 2, 3, 4 дней. Ну, максимум недели. А видео на основных каналах у меня выходит равномерно. То есть я стараюсь выкладывать видео с определенной последовательностью. В среднем 2 видео в месяц на вот этих бесплатных каналах. В отличие от бесплатных каналов на Boosty я видео выкладываю сразу. То есть вот как снял, так вот здесь и выпустил. Ну, например, вот сейчас тут лежат видео про Аистио. Это 30 апреля, а сейчас у нас какое число? У нас 15 мая. То есть я вот 30 апреля выложил, 15 мая, а на публичных каналах появится, допустим, где-то летом вообще. Ну, вот такой вот я странный, загадочный. Люблю я, понимаете ли, равномерность. И, соответственно, те, кто на Boosty, они в качестве бонуса получают доступ к этим видео сразу с момента на их съемки. Они потом, эти видео будут бесплатные, они будут доступны. То есть я не зажимаю эти видео, но просто вот такой бонус тем, кто решил поддержать канал. Это был такой краткий экскурс в том, что у меня есть, какой канал, где какие видео и так далее. А теперь по поводу дальнейшего развития канала. На данный момент, спустя 5 лет, я понял, что я в кубере что-то начинаю понимать. То есть я считаю, что я сейчас дошел до уровня такого серьезного мидла. Может быть, скоро перейду в сеньоры. Это не, скажем так, самоуничижение. Это реальный взгляд на вещи. Дело в том, что кубер, несмотря на свою простоту, с одной стороны, очень сложная вещь. И чтобы вот подробно во всем разбираться, нужно более глубоко копать, чем копал я. То есть у меня были определенные задачи, я их решал при помощи кубера. Но весь кубер я не знаю. Но при этом на данный момент я раскрыл для себя все технологии, которые меня интересовали для моей работы и для текущего, в общем-то, состояния. Поэтому на данный момент я могу смело закрыть канал, и мне вот так вот знаний хватит для того, чтобы все было у меня хорошо. На самом деле, конечно же, я так поступать не буду, потому что со временем появляются новые интересные технологии. Это, во-первых. Во-вторых, те технологии, которые у меня были описаны в записных книжках, они тоже двигаются вперед. Приложения какие-то, меняются версии. И в этих версиях вносятся изменения. И хочешь ты того или не хочешь, но тебе придется делать ремастеринг того, что у тебя уже было. То есть, переписывать свои записные книжки с учетом новых веяний в каком-то приложении. Напомню вам, что, например, только переход Kubernetes на версию 1.25 вызвал очень много проблем. И это был тот еще геморрой. Соответственно, ремастеринг каких-то видео, технологий, которые я использовал ранее. Второе. Появляются новые технологии, которые замещают ранее существующие. Простейший пример. Я для сбора логов использую приложение FluentBit. Я исторически так сложилось, что его использую. Оно мне нравится. Оно меня полностью устраивает. Но сейчас при переходе на 3-ю версию там начинаются кое-какие нюансы, которые мне, скажем так, уже такой тревожный звоночек возникает по поводу FluentBit. Поэтому хочешь не хочешь, но нужно смотреть вокруг. И я, например, сейчас присматриваюсь к вектору. То есть у меня были какие-то видео, где вектор вскользь упоминался, но на самом деле вектор нужно будет разобрать более подробно. То есть это какая-то новая технология, замещающая старую. Поэтому, скорее всего, будут видео по новым технологиям, которые хочешь не хочешь, но появляются. И третья вещь, из-за чего я продолжу вести канал, это, как ни странно, образовательный. Я с удивлением увидел, что мой канал потихоньку начинает обрастать, скажем так, зрителями. С какого-то бодуна он становится популярным. Я ни копейки не вкладывал в рекламу канала, в распространение информации об этом канале. Это чисто сугубо моя записная книжка, просто с некоторыми особенностями. А тут оказалось, что у меня порядка 8 тысяч подписчиков на YouTube-канале. И количество подписчиков постепенно растет. В общем-то, многие, как я понимаю, приходят сюда за знаниями. Но особенность канала заключается в том, что знания хаотично разбросаны по моим видео. То есть нет такой стройной картины мира, где бы вы могли прийти в какую-то точку и с этой точки начинать чего-то изучать.
Более того, довольно регулярно ко мне приходят с вопросом: а вот подскажи, я хочу Кубер с нуля изучить, вот в какой последовательности смотреть твои видео. Соответственно, следующее, что я буду в своем канале делать, это, собственно говоря, вот эту образовательную часть. Где-то года 2 назад я уже подступался к этой теме, но она была не основной для меня, так мало интересной. Было такое видео «Ответы на вопросы лета 2023». То есть в 2023 году летом я отвечал на вопросы, которые накопились. Ну, скажем так, я сделал выборку вопросов, которые наиболее часто мне задавали под видео, в телеге, еще где-то. И просто их собрал в одном видео. И вот здесь один из вопросов, которые вы мне регулярно задавали. Так, это что? Ответы, да. Это последовательность просмотра. То бишь, в какой последовательности смотреть видео, чтобы изучить Кубер с нуля. Вот. Ответ на этот вопрос был дан. Вот ссылочка на мой веб-сайт, где, собственно говоря, последовательность просмотра явно образом прописана. То есть со ссылками на все видео на YouTube. Обратите внимание, тогда еще можно было. Вот, соответственно, здесь ссылки на YouTube, в какой последовательности смотреть данные видео. Эта последовательность, она не заточена под изучение, скажем так, это не курс, потому что это видео как бы выдернутые из там разных других циклов, серий и так далее. Ну, неважно. В общем-то, посмотрев вот на это дело, вы могли спокойно себе начинать изучать, соответственно, Кубер. Я на этом успокоился, думал, что этого хватит, но не тут-то было. Оказывается, что вы это видео в упор не видите. Вот как-то странно. Не видеть видео в упор. Да. И постоянно с этим вопросом вы ко мне приходите. Первое время я давал ссылки, второе время я давал ссылки, третье время начинал отмалчиваться, четвертое время я начинал злиться просто со страшной силой. Ну как же так? Ну вот же, блин. Спроси у Гугла, он тебе ссылку даст. Поэтому сейчас, когда меня все достало, и, в общем-то, я, наверное, тоже уже всех достал, я решил сделать следующее. Я решил создать специальный плейлист, в котором будет видео в той последовательности, которую я считаю необходимо смотреть для того, чтобы изучить Кубер с нуля. Эти плейлисты будут только на 3 площадках. Дело в том, что только 3 площадки позволяют делать плейлисты. Понятно, что это YouTube. Вот здесь есть раздел плейлисты. Коллеги, смотрите, я вам показываю. Если вы сами не умеете искать, извините, я буду говорить так зло. Вот. Если вы сами не умеете искать, вот здесь есть такая кнопочка, называется плейлисты. Вы сюда нажимаете, попадаете в плейлисты на YouTube. Сейчас он немножко отдуплится, тут скорости просто сумасшедшие. И вот здесь вот есть такой плейлист, называется «Изучаем Kubernetes с нуля. База». Так. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это YouTube. Значит, на YouTube аналогичная ситуация. Вот мой канал на YouTube. Ссылочки, естественно, будут под видео на все эти каналы. Тут есть плейлисты. И тут тоже есть «Изучаем Kubernetes с нуля. База». Это YouTube. Ну и, соответственно, в ВК-видео тоже есть плейлисты, где есть плейлист, вот он, с нуля база. Значит, эти плейлисты содержат одни и те же видео, на всех каналах одни и те же видео. Следующий факт, на который я хочу обратить ваше внимание. Значит, эти видео здесь поставлены в том порядке, в котором их нужно смотреть. Здесь нет нумерации видео там 1, 2, 3, 4, 5. Исторически так сложилось, что это видео из разных циклов, и я просто сюда их как бы в этот плейлист объединил. Более того, я в дальнейшем собираюсь делать ремастеринг. Я собираюсь перезаписывать некоторые видео, некоторые удалять, некоторые, наоборот, расширять, из одного делать 3, например, потому что что-то не раскрыто с точки зрения обучения и там нуля. То есть, например, некоторые знания, которые там в видео рассказываются в этом, ну, они у меня есть. А вот те, кто с нуля приходит, у них нет бэкграунда, чтобы понять, что написано вот здесь, например, рассказывается здесь. Поэтому некоторые видео будут переснимать. Поэтому этот плейлист, он будет живой. Он будет дополняться, изменяться, удаляться и так далее. Это первый факт. Второй нюансик. У каждого видео я теперь буду добавлять в скобочках дату, не дату, а год, когда это видео было снято. Чтобы вы понимали, что это очень старое видео. Видите, тут есть 2020 года, например, видео.
Чтобы вы понимали, делали скидочку, потому что здесь есть некоторые там конфиги, некоторые приложения, которые вот, в данный момент могут не работать. Такое может быть, да. Но сама идея, сама технология там, допустим, до сих пор жива. Вот. Итого, второе развитие моего канала — это вот этот плейлист для начинающих. Я буду его приводить в порядок и делать так, чтобы можно было что-то более-менее изучить. А теперь по текущему состоянию плейлиста, что здесь есть и почему. Значит, первое видео — это K8s Mini Cluster Step by Step. Это был большой цикл у меня в 2021 году, где я рассказывал, как ставить кластер Kubernetes. Я так уже кластера не ставлю. То есть весь цикл смотреть не надо. Достаточно посмотреть первое видео из цикла, где рассказывается про сам кубер. Да, я это видео пересниму, потому что рассказывается про него, скажем так, не с самого начала, но там важно, это какие компоненты в кубере и как они между собой взаимодействуют. Для того, чтобы вы поняли, из чего состоит Kubernetes, из каких компонентов, как они между собой взаимодействуют, чтобы потом, когда вы поставите кубер, чтобы вы понимали, а что же вы ставите. Следующий цикл большой, это целых 6 видео, KubeAdm. Это установка непосредственно кубера. Значит, я акцентирую ваше внимание на то, что я занимаюсь self-hosted Kubernetes. Я не занимаюсь AWS, я не занимаюсь Яндекс.Кубером и так далее. То есть, это у вас будет какой-то свой сервер, либо свои сервера, на которых вы будете разворачивать свой собственный Kubernetes. Я делаю акцент на Vanilla Kubernetes, то бишь на кубере, который делает компания Google. Хотя есть много разных дополнительных разновидностей всяких там куберов, шмуберов, как от заграничных разработчиков, так и от наших переработчиков под наши законы Kubernetes. Вот, я занимаюсь только Vanilla. Но знание Vanilla кубера даст вам возможность разобраться в остальных куберах, которые тут наплодили вокруг всей этой нашей структуры. Поэтому первые 6 видео — это установка, HA, добавление, удаление нод, то есть обслуживание Kubernetes как такового, да, там сертификаты и прочее. То есть то, что вы должны уметь делать с кубером. Вы даже еще ничего деплоить по большому счету не будете. Там будет деплоиться, но пока без, скажем так, на автомате. Вот оно должно быть так. Почему? Там дело 20-е. Дальше, вот это видео, я его обязательно пересниму и сделаю из него несколько видео, потому что здесь, по большому счету, должно быть видео про основы YAML программирования кубера. Соответственно, манифесты, основные кинды, основные, скажем так, компоненты, которые вы можете деплоить в Kubernetes, там эти поды, деплойменты, сервисы и прочая ерунда. Вот здесь вводное видео, которое просто рассказывает тем языком, который я считал нужным в 2020 году самому себе рассказывать про кубер. Вот здесь это видео, оно до сих пор в принципе актуально, но надо бы его расширить. Хотя тут уже час материала, то есть достаточно много. Но, скажем так, это основы деплоймента, основы манифестов, которые вы будете использовать в кубере. Дальше идет большая серия видео, это 7 штук, вот они. Это цикл Volumes. Несмотря на то, что это 2020 год, но эти видео актуальны до сих пор. Не знаю, потом пересмотрю, может быть, буду переснимать, не буду переснимать, не знаю. Но актуальны они до сих пор, потому что базовые вещи, связанные с хранилищем, да, то бишь контейнер и хранилище, где он может сохранять свои данные. Например, не дай бог, вы засунули базу данных в Кубер, где эта база данных хранит свои файлы, например. Здесь же конфигурационные файлы приложений будут, это конфиг-мапы и секреты. Там не только конфигурационные файлы, там еще и переменные среды окружения. Но неважно. Здесь же всякие дополнительные фишки, типа Downward, API и Projected, там тоже забавная штука. И это Persistent Volume. 2 видео, рассказывающие про Persistent Volume. Это база, которая касается волюмов. Это обязательно нужно знать. Это будет на каждом шагу в вашей дальнейшей работе с Kubernetes. Следующий раздел у нас будет посвящен сети. Тут, вернее, как? Я бы, наверное, даже не сети. Я, наверное, сделал бы вот так. Сейчас прямо на лету поправлю. Видите, живой абсолютно плейбук. В остальных плейбуках я тоже это поправлю. Где у меня Role-Based Access Control? Все-таки я считаю, что здесь нужно будет
прежде чем изучать сеть, немножко поговорить о роли Based Access Control. Вот так вот. По-моему, у меня в изначальном, вот здесь в порядке просмотра так и было. Почему я Airbag потом поставил, не помню. Значит, после изучения Volus, роли Based Access Control, то есть доступы, роли и тому подобное. 2 видео, достаточно неплохо, я считаю, их снял. В принципе, это нужно будет изучить. Почему это будет нужно изучить? Потому что дальше я буду ссылаться на роли Based Access Control вот в следующих видео. Поэтому, наверное, сюда переставим. Дальше сеть. Сеть начинается в моем случае с DNS в Kubernetes. Это базовая вещь. DNS используется в Кубере. Без этого DNS ничего работать не будет. Если не будет работать DNS в Кубера, у вас Кубер работать не будет. Поэтому DNS. 2 видео. Что, зачем и почему. Видео старые. Там очень много ссылок на Кубеспрей, которые я сейчас категорически не использую. Но это не помешает понять теорию, а как, собственно говоря, DNS устроен. Более того, вот чуть выше при помощи Kubernetes мы будем ставить, вы будете ставить себе Kubernetes на машину. Вот там DNS построен по такому же принципу. Поэтому видео актуальные, но с маленькими нюансиками. Дальше начинается сеть. То есть сеть как сеть. Ну вот сеть в Kubernetes. Первое видео называется Kubernetes Network. Теория. Это теоретическое видео о сети в Kubernetes. Сразу хочу сказать, что сеть в Kubernetes делится как бы на 2 части логически. Это сеть подов и сеть сервисов. Они там отличаются. Потом, вот, посмотрев видео, вы узнаете. Вот это вот про сеть подов. Видео, я считаю, у меня хорошо получилось. Я, наверное, даже переснимать его не буду, потому что мне оно самому нравится. Вот как ни странно, бывают видео, которые мне нравятся. Вот оно мне нравится. И дальше вот эти 4 видео, это посвящено сети подов. Сеть делается на базе сетевого драйвера Calico. Я считаю, что это такой оптимальный вариант под сетевые self-hosted Kubernetes Calico. Есть другие разные, но об этом говорится, по-моему, говорится в видео, что есть другие сетевые драйвера в Кубере. Ну вот Calico я предпочитаю сам. Поэтому я на базе него это все рассказываю. Следующие видео из этого цикла, они посвящены сервисам. Как видите, здесь у меня на самом деле 4 видео про сервисы. Вот это и вот это видео. Они сняты в разные года. Но так получилось, что технологии рассматривал там тогда, в другое время. Вот. Но на самом деле это один цикл про сервисы и их сетку. Это важно тоже понимать, что такое сервис, откуда берется. Опять же, на базе стандартного self-hosted Kubernetes, без всяких хитрых CNI. Следующие 3 видео тоже посвящены сети, но о том, как вывести ваше приложение за пределы кластера Kubernetes, а именно Ingress и Ingress контроллер. Здесь рассматривается Ingress контроллер. Их много разных Ingress контроллеров здесь на базе Nginx. На данный момент, конечно, технология ингрессов потихоньку будет замещаться Gateway API. Я так думаю, я предполагаю. Но здесь базовый курс, и поэтому Gateway API здесь не рассматривается. Когда вот Gateway API полностью заменит собой Ingress, я в этом плейбуке заменю видео про Ingress на видео про Gateway API. Тем более они у меня уже есть, потихоньку выходят. Но повторюсь, Ingress сейчас это, наверное, 90% рынка вывода приложений за пределы кластера Кубера. И дальше немножко про безопасность продолжения. Это ресурс квота и priority класс. Этого минимума, я так считаю, вам хватит для того, чтобы начинать работать с Кубером. То есть это некая база, на которую вы можете опираться и в дальнейшем уже смотреть видео на моем канале, на других каналах, читать документацию и понимать. Самое главное, понимать, что в этих видео и в этой документации вам хотят рассказать. Ну что ж, давайте кратко итогом. Канал я забрасывать не собираюсь. Я буду продолжать выкладывать новые видео по новым технологиям. Никуда это от меня не денется. В общем-то, время не стоит на месте. Нужно развиваться дальше. Я планирую, так же как и раньше, в среднем выпускать 2 видео в месяц. Может чаще, может реже, не знаю. Посмотрим. Но вот средний выход 2 видео в месяц. И, конечно же, я планирую причесывать, прилизывать вот этот плейбук для начинающих, тех, кто заходит в Kubernetes с нуля. Вот таковы планы у меня на ближайшее будущее. Хотя, конечно же, есть такой анекдот. Рассмеши Бога, расскажи ему о своих планах. Я предполагаю, он располагает. Как оно там будет дальше, посмотрим. Ну а на сегодня все. До свидания.
традиционно увидимся в следующих видео.